Подели, дели. С «Подели» от Альфа-банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на podeli.ru. Да, за окном идет дождь, а мы сидим в теплом, уютном доме. Добрый день, здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и со мной сегодня, как обычно, Сергей. Всем привет. Дел сегодня у нас много будет опять по дому, планы, как всегда, большие. Взяли с собой антисептик, и антисептиком сейчас Серега как раз будет стены все проходить, которые зашкурены. Ну, чтобы цвет не потерялся, да, то есть, чтобы опять бревна не потемнели. И защитить от плесени и от прочих болезнетворных всяких бактерий по дереву. Ну, а я займусь перегородкой в первую очередь. Поэтому садитесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Погнали! Задача сейчас какая? Сделать перегородку и уже после этого начать делать кухню. Потому что сегодня в планах еще было бы здорово сделать и установить раковину на кухне, чтобы можно было в конце концов спокойно мыть руки, мыть посуду и уже в комфорте готовить еду. Приступаем. Сейчас по уровню первую доску установлю. И дальше уже они сами пойдут. Ровно. Единственное, да, вот перегородка будет где-то вот до сюда доходить. Почему? Потому что нужна циркуляция воздуха в доме. И снизу я оставлю небольшую щель, чтобы воздух циркулировал по всему помещению. И сверху тоже оставлю щель.
Отлично. Все, с перегородкой закончил. Циркулярная пила теперь у меня появилась. Denso. Хорошая штука. Мне что нравится, что пил у нее прям ровный такой получается. И лазерная направляющая, да, то есть, ну вот, нарисовал, начертил себе линию и прям по этой лазерной указке идешь, пилишь. Аккумулятор здесь стоит у меня 2 ампер в час. Дело в том, что у меня же, если вы помните, есть еще этот, как он называется-то, блин, не триммер, а реноватор. Вот, вспомнил. И аккумулятор у всей техники Denso, они подходят друг к другу. То есть вот от того реноватора подошел сюда аккумулятор. Но в перспективе я планирую все-таки купить сюда 4-амперный, потому что я работаю с деревом много. Не знаю просто, насколько 2-амперного хватит. То есть можно купить и 4, и даже еще и 6, по-моему, продается, если не ошибаюсь. Удобная штука. Посмотрим, как она себя покажет в действии. Пока что мне прям все очень нравится. Можно еще и угол выставлять, да, под углом пилить 45 градусов. Вообще прикольно. То есть такой ровный пил угловой будет. Классная штука. Да, у меня уже целая линейка инструментов от производителя Denso собирается. И реноватор, и лазерный уровень, и теперь еще и циркулярка. И я хочу сказать, что это действительно хороший инструмент. А по промокоду Лесной 10 вы можете получить дополнительную скидку 10%. Ссылку я оставлю в описании и, конечно же, закреплю в комментариях. Так, с чего начнем делать кухню? Идея у меня сводится к тому, чтобы все упростить. То есть у меня, конечно же, есть уголки, я их купил, но я хочу их по минимуму расходовать. И столешницу, и нижнюю часть кухни установить все-таки вот на такие деревяшки, да? То есть первая, вторая будет. Ну а там уже на той стене в любом случае придется на уголки ставить. Низ сейчас устанавливаю, обрабатывать его никак не буду, ни рубанком, там, ни чем бы либо еще, да? А верхнюю часть столешницу я сейчас сначала примерюсь, то есть выпилю, подгоню и установлю, посмотрю, чтобы все хорошо установлено было. И после этого я ее снимаю, сниму рубанком, зачищу, чтобы в случае там готовки, да, либо там, не знаю, посуду там помыть подошел, ну, чтобы не было никаких занос. Ну все, отлично. То есть вот так будет выглядеть столешница. Сюда попозже врежу раковину. А сюда поставим рукомойник. То есть тут будет бачок с водой. Самое главное, я чуть не забыл сделать отверстие под сливную трубу. Как вы помните, у нас уже здесь, в доме, проведена канализация. Еще на этапе строительства каркаса, по-моему, или да, ну, крышу, может быть, сделали. Я не помню, когда, но, в общем, мы сразу трубу здесь канализационную закопали.
И отверстие, естественно, было необходимо сделать. Хорошо, что я сейчас про это вспомнил. Здесь у нас как раз и выйдет труба. Что делаю? Тогда подпорки здесь. Потом положу эту доску и сделаю подпорки под нее. Также здесь и здесь. И можно будет, в принципе, уже собирать саму кухню, ставить двери. Что, выходим на финишную прямую. Сейчас устанавливаю боковины. Вот эти вот сделаю дверцы. 4 двери я решил все-таки поставить. 2 двери у меня будет здесь, 2 двери здесь. Здесь я сделаю фальш-панель. А тут просто будут полочки. 1, 2, 3. Без двери. По поводу верхней части кухни пока еще не решил, насколько это вообще нужно, важно. Может быть, имеет смысл просто саморезы, там, да, например, гвозди, вкрутить и что-то развесить, как вариант. Потому что мыши-то все равно, где захотят, туда и доберутся. Тут как бы большого резона нету. Не знаю, сверху складывать, снизу, все равно они залезут, куда им надо будет. Просто почаще нужно будет с мышами проводить профилактические работы. Вот. Тогда все, сейчас остается совсем чуть-чуть, самую малость, и уже будет у нас полноценная кухня. Быстрее бы. Ой, как хочется побыстрее, чтобы было все тут обустроено, хорошо, красиво. Да, дождик пошел опять. Так, наверное, и будет сегодня он то начинаться, то заканчиваться на весь день. А нам хорошо, тепло здесь, уютненько. На улице где-то, наверное, градусов... Ну, вообще обещали 8 днем, а к вечеру до 0 понижение. Представляете, здесь может даже снег сегодня пойдет. А у нас хорошо, из печки он, из трубы дымок идет. Тепло, уютно. Градусов 30 точно есть. Ходим в шортах. Ну, я, по крайней мере, в шортах, в майке. Вообще лепота. А говорили, что подземный дом не будет нас греть. А он очень сильно, очень хорошо держит тепло. То есть достаточно затопить печь, прям часок ее погонять, и в доме становится очень тепло. Вчера на улице было +3 вечером уже, а мы пришли в нашем доме, было +15. Представляете, 12 градусов разница температуры. Но это круто. То есть зимой, там, если, допустим, на улице будет -12, то там, наверное, будет около 0. Супер, просто супер. Я прям в восторге. Почему у меня не было такого инструмента раньше? Да, циркулярка Denzel прям тащит.
Фух. Столешница закреплена надежно. Кухню собрал практически, за исключением установленных дверей. Как, вы их не видите, собственно, я их тоже не вижу. Но прежде чем устанавливать двери, я все-таки хочу закончить с раковиной. Сейчас тяжело, конечно, будет все это дело выпиливать. Во-первых, нужно все подогнать по размеру, чтобы все это здесь аккуратненько стало так, как надо. Ну что, друзья, в доме, конечно, работать хорошо, но стало нам там тесновато вдвоем. Поэтому пока Алексей занимается зоной кухни, я решил заняться не менее важным делом. Мы заметили, что печка у нас очень много потребляет дров, и постоянно бегать за ними стало невмоготу. Поэтому сейчас я пойду в место, где у нас напилены дрова, принесу их поближе к дому и попробую их поколоть. Ну вот у нас вот эти дрова. Это, я не помню, может, уже с месяц назад Алексей пилил. Вот. Надо их все перетаскать отсюда, ближе к дому, и стараться поколоть. Следы бобров, вон, свежачок, он на той стороне. Последний раз, когда сюда приезжали, эти деревья точно были не погрызанные бобрами. Осталось сделать 4 двери, установить мне. И после этого я попробую сделать канализацию. То есть она уже есть, как вы помните, я уже сказал. Вопрос в ее подключении. То есть надо немножко будет прокопать небольшую траншею, от того места, где она есть. Нарастить ее. Сюда труба нужна будет тонкая 0,5, 50 миллиметров, которая идет. И каким-то образом все это сделать, здесь подключить. Я надеюсь, что все это получится сделать сегодня, потому что не очень бы хотелось выносить ведра вручную.
Хотя время, конечно, уже поджимает. Ну, на худой конец, то есть ведро сюда подставим, вот эти полки уберу, ведро подставим, и пусть вода стекает в ведро. Как, в принципе, у Дмитрия, походного оптимиста, если помните, землянка у реки у него сделана. Подели, дели, дели, цену по четвертям подели, не откладывай, сразу купи. Подели, дели, дели. С «Подели» от Альфа-банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на podeli.ru. Совсем другое дело. Великолепно. Это мне нравится. Ништяк. Кошмар. Вот так вот весь день ушел на кухню. Даже канализацию еще не подключили. А время уже 7. Ладно, сейчас до шкуры и навожу здесь порядок уже, а там по ситуации. Будет желание, время, буду подключать раковину. Не будет желания, времени, буду так. Точнее, будем так пользоваться, просто подставляя ведро воды. Ну а завтра перед уходом покрою всю кухню лаком. Не всю, а видимые ее части. То есть вот столешница и двери. Наверное, догадались, да, что я хочу сделать. Очень много обрезков осталось от кухни. Я решил сделать все-таки хотя бы какое-то подобие стульев. Вот, просто элементарно на саморезы закреплю и нормально. А потом и сжечь не жалко будет такое.
что, классная вещь? По-моему, вообще просто шикарно. И здесь подпись. Алексей, желаю успехов во всех начинаниях. Кирилл, я. Кирилл Якимов, спасибо тебе за вот такой вот обалденный презент. Не знаю, как это назвать, ну, назовем это просто полочкой в виде медведя с надписью «Самара». Мне кажется, будет классно смотреться, но, конечно, не с этим стрёмным столом черным. Правда, да? Стол будем менять, но я думаю, где-то через одну, может быть, 2 серии. То есть сейчас кухню сделали. Надо еще кучу всяких недоработок по ней устранить сегодня-завтра. И в следующий раз мы, наверное, приедем, все-таки будем дверь устанавливать, чтобы уже к зиме полностью подготовиться. Ну, а потом займемся столом, чтобы как раз все вписывалось в единый такой, в единый стиль, чтобы все было и все подходило друг к другу. Думаю, чего же не хватает? Не хватает ручек на дверях. А это очередной презент от подписчика. Кстати, хотел передать привет диджею Стасу из Владивостока. Ну, он просил именно так его обозначить. Печень и икра минтая. Классная штука. 4 банки он прислал. Я прям одну вот сразу съел, вот просто ложкой. Даже на хлеб не намазывал. Ну, состав просто хороший. Я посмотрел, там никаких добавок, ничего нет такого лишнего. По идее, на хлеб, конечно, надо бы намазать, но мне и так вкусно. Диджею Стасу еще раз привет. А ты, Серег, что, не будешь икру? Чё? Икру не будешь? А я рыбные продукты не ем. И рыбу тоже. Ну и хорошо. Мне больше достанется. Ну что, друзья, полюбившаяся вам рубрика «Поварешки от Сережки». Сегодня блюдо у нас достаточно простое будет в приготовлении. Долго мы думали, что приготовить, но
решили что-то такое быстрое. В общем, короче, будет у нас блюдо с паназиатским уклоном, так называемый жареный рис. Что нам потребуется для приготовления? Лук, болгарский перец, чеснок, соевый соус, соус кисло-сладкий. Мясо у нас это свинина, а вы можете использовать абсолютно любое. Растительное масло и перец чили порошковый. Можно использовать стручки. Мы не нашли. Приступим. Да. В плане соуса прям идеально. Да. Отличное попадание по соли, по остроте, на мой взгляд. По пряности получилось. Сочетание соевого соуса, перца чили и кисло-сладкого соуса дает вот такой вот кисло-пряно-острый аромат и вкус. И очень вкусно. Не готовится очень быстро. Особенно в сковородке вок. А этим девайсом мы, к сожалению, не обзавелись пока. Очень вкусно. Действительно очень вкусно. И поэтому жую молча. Даже сказать ничего не могу. За уши не оторвешь. Да, и не забывайте голосовать. Помните об этом. Мы должны победить. Доброе
утро, страна. Да, конечно. Разоспался я, наверное, первый раз так. Серега до сих пор вообще до храпака дает. Время уже 9. Обалдеть. Я лег в 12:30. Ну, просыпаться и выходить вообще не хотелось. То, что постоянно идет, без остановки, льет и льет. Мелкий такой. И главное, бьет по крыше нашей двери, да, вот этой первой, которую мы мхом еще не успели закрыть. Такой приятный звук шуршит, шуршание такое, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И милое дело спать под этот звук, скажу я вам. Но надо собираться в любом случае. То есть сейчас, во-первых, надо все дела закончить и потихоньку собираться в путь-дорогу. А дел-то еще ой-ой-ой. Вчера я решил внести изменения в конструкцию кухни. Дело в том, что мне не нравится вот эта открытая полка справа. Я все-таки хочу сделать фальш-панель и дверь, то есть как с левой стороны. Тем более у меня еще осталось 2 петли. И буду лачить кухню, ну, покрывать ее лаком. А в это время Серега дрова уже будет в дом заносить. Погода, конечно, да, чувствуется, что уже меняется. Похолодание. Вот сейчас вот где-то +4. Я просто еще разогретый из дома вышел, поэтому нормально себя чувствую, тепло. Но на самом деле очень холодно на улице. И я так думаю, совсем скоро уже, может быть, выпадет даже снег. Было бы здорово. Деревья и так уже все без листьев. Вот мы все, только елочки со своими иголками остались зелеными и сосны. Ветер гуляет по верхушкам сосен опять он. Сейчас чувствую, этот ветер нагонит тучки дождевые, как шарахнет нам дождичек, когда мы обратно пойдем. Надо будет максимально как-то герметично все спрятать, убрать, чтобы не промокнуть. Ну, а какие варианты? А вариантов нету. По земле сюда тяжелые грузы доставлять тяжело. Много тащить пешком приходится. По воде самый простой способ доставки для нас. И пока, к сожалению, альтернативного варианта никакого нету. Хотя, опять же, признаться честно, на байдарке, когда мы шли сюда в этот раз, уже холодно плыть. То есть от реки уже холод идет. Если раньше вода там была +16, то сейчас она, я не знаю, сколько там уже, допустим, 13. А завтра она будет +10. Но вариантов нет. И я боюсь, что будет даже период какой-то, наверное, где-то в ноябре, когда еще вода не замерзнет, лед не встанет на воде, но в то же время и вода будет уже холодной очень. То есть в сапогах уже просто нереально будет заходить в воду. Не, ну реально, да, но это просто будет лишено смысла, можно будет заболеть. То есть там 6 километров плыть или сколько, 7 на байдарке. Но это нет, это чревато последствиями для здоровья в первую очередь. И вот в этот период времени, я так думаю, буду ходить в интересные походы. И будем ждать зиму с вами, когда уже ляжет снег. Ну а так, по планам, нам нужно установить дверь в тамбур. Нужно зашить весь коридор доской и в то же время еще и утеплить. Нужно сделать стол на кухне. Нужно сделать стулья на кухне нормальные, а не то, что я вчера сделал, какое-то подобие, да? Нужно сделать кровать, нужно сделать перегородки везде, нужно сделать душ. Вот здесь окно надо тоже доделывать. Я имею в виду не окно, а ставни на окно надо будет установить и сделать пол под окном. Ну, из бревнышек застелить. Кстати, пол еще и под кроватью тоже надо будет сделать. Я надеюсь, с вашей помощью, с вашей поддержкой мы справимся с этими задачами поставленными. Пойдемте доделывать кухню тогда уже до конца, залачим ее, покроем лаком и попьем чай, будем потихоньку собираться домой.
Ну все, наконец-то пришел момент, когда кухню я буду покрывать лаком. Приступаем. Ай, какая красота получается. Мне прям очень нравится. Еще все это подсохнет, будет прям лепота. Вверх я не буду ничего с ним делать, потому что еще не совсем понимаю, что хочу дальше с ним сделать. Может быть, полки в дальнейшем там будут. Может быть, не будут. Может быть, что-то, я не знаю, еще там придумаю. То есть пока я ничего красить там не собираюсь, не планирую, потому что еще неизвестно. Наверное, на сегодня хватит. Хотел сначала еще трубу проложить канализационную. Не, ну ее нафиг. Будем собираться уже домой. Сижу сейчас с открытой дверью, в шортах и в майке. Печь не работает, хочу заметить. Вот так вот. А кто-то говорил, что будет холодно. Нет, холодно. Нету холода, нам не холодно, нам тепло, нам жарко. И насчет сырости, пока не замечал. Тоже ее здесь нет, потому что все-таки есть вентиляция в двух местах, как вы помните. Так, ну что, Серега сжигает мусор, я завариваю на дорожку нам термоса чаечком, чтобы было чем согреться. Печь немножко решил затопить, чтобы лак быстрее подсыхал. Канал «Лесной строитель» был номинирован на премию DIY блогер в номинации «Дикий DIY-щик». Давайте все вместе проголосуем, добьемся победы, поскольку это будет победа не только Алексея, но и наша с вами тоже, поскольку я тоже являюсь подписчиком канала. В комментариях очень многие спрашивают, как мы вообще с Алексеем сдружились. Одним из факторов было то, что мы оба любим футбол и болеем за один и тот же футбольный клуб. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы футбол и за какой клуб болеете. Ну и попытайтесь угадать, за какой футбольный клуб болеем мы. Давайте, если будет хотя бы 30 правильных комментариев и, давайте 1500 лайков к этому видео. И в следующем видео я буду работать в шарфе команды, за которую мы болеем. На этом на сегодня все. Спасибо, что посмотрели видеоролик до конца. И скоро мы опять увидимся. До скорой встречи. Всем пока. Пока. Левый, левый, левый берег Дона. Та-та-та-та-та-та. Но прежде чем устанавливать дверь, я все-таки хочу закончить с рук. Оба. Но прежде... Ужинать пора. В тюрьме сейчас макароны. Не готовится очень быстро. Особенно сковородки вок. А этим девайсом мы, к сожалению, не обзавелись пока. Готовится очень быстро. Сколько? Часа 2, наверное, с половиной. Вот из-за печки. Мы это вырежем. Для вас все очень быстро. Антиплесень хотел сказать. Антисептик. Антисептик. Взяли с собой антисептик. Этот канал приносит восторг и радость. Ведь Алексей настоящий любитель природы и леса. Голосуйте за канал,
Лесной строитель.